Привет! В этом уроке поговорим об HTML-тегах и немного затронем React и JavaScript. Приступим. Давайте для начала удалим все лишнее из нашего проекта, чтобы было проще его разбирать. Во-первых, сейчас я хочу удалить все CSS-файлы, потому что мы позже вернемся к теме CSS, тогда их и добавим. Пока что давайте их удалим, чтобы они нас не отвлекали. Вот мы их удалили. Теперь нужно удалить места, где они применялись. Здесь его больше нет. А AppTSX я предлагаю вообще весь снести и написать заново, чтобы как раз с ним поподробнее разобраться. Угу. Так, смотрите, AppTSX – это наш компонент приложения. Вообще все наше приложение будет состоять из компонентов, которые в итоге будут собираться в компонент AppTSX. Этот компонент AppTSX должен быть импортирован в файлик main.tsx, который определяет то, что нужно в наш HTML, в элемент с айдишником root зарендерить наше приложение. Все остальное позже тоже еще обсудим. Вот как бы основная суть. Так, давайте что-то импортируем из AppTSX. Делаем export const, конструкция для экспорта чего бы то ни было. Вот Copilot нам уже предлагает экспортнуть app. Мы с этим соглашаемся. Что такое вообще компонент? Компонент – это какая-то JavaScript-функция, которая начинается с большой буквы, которая может иметь входные параметры, это мы еще позже обсудим, пока они нам не нужны, и которая имеет внутри себя какую-то логику, а главное, что по завершении выполнения этой логики она возвращает нам какую-то JSX-структуру. А если по-простому, то в сущности это просто HTML-теги. Но мы сейчас это поподробнее разберем. Так, раз это функция, которая должна возвращать JSX-структуру, нужно попросить ее нам вернуть. Ну вот давайте, да, для примера пускай это будет, например, заголовок. Вот первый тег h1, hello world. Сделали. И экспортировали правильно в main.tsx. Сейчас здесь оно вызвано без фигурных скобок, потому что раньше здесь было написано вот так вот. Export default app. Я такие экспорты не люблю. Я люблю, когда все экспортируется именованно. Потому что это фиксирует название элемента. Потому что здесь по факту можно раньше было написать его так, и это бы тоже бы работало, и мне это не нравится. Вот. Поэтому мы импортируем здесь таким образом. И смотрим, что у нас получилось. Hello World. Все, отлично. Так, теперь обратно к нашей теме, что же такое HTML-теги. HTML-теги – это структурные элементы веб-страницы. HTML-теги могут иметь, обязательно имеют название, то есть в данном случае это h1, а также они могут иметь атрибуты. Ну вот, например, самый распространенный атрибут – это class name. Ну и скажем, что он, например, my class. Вот. К атрибутам HTML-тегов, к CSS-стилям и прочему мы вернемся в других уроках. Пока что важно просто понять, что у тега есть название и могут быть какие-то атрибуты. Они индивидуальные, какие-то общие для каждого тега. В ходе проекта мы много HTML-тегов напишем и будем все подробнее и подробнее с ними разбираться. Сейчас главное понять основную суть. HTML-тег, если открывается, то он позже закрывается. Бывают такие HTML-теги, которые сами в себе. Например, тег BR. Вот, он одновременно и открывается, и закрывается, и является единичным. Это просто перенос строки. Давайте сохраним, посмотрим, что получилось. Так, все, вот перенос строки и hello world. Давайте посмотрим, как это отображается реально в нашем браузере. Что здесь появилось? Давайте проинспектируем. Inspect. Что мы видим? Что здесь у нас компонент h1 с классом myClass и текстом hello world, bear world. В принципе, то, что мы написали, мы здесь и видим. Но на самом деле, конечно, это не совсем так. Как вы видите, мы здесь написали class name, а здесь мы почему-то видим класс. И на самом деле нужно понимать, но в целом это для нашей деятельности не важно. На самом деле это
не HTML тег, это JSX-структура. А что такое JSX-структура? Это просто синтаксический сахар для вызова функций. Я сейчас напишу вот это самое тем способом, которым это создается, когда транспилируется в наш JavaScript. Все-таки же это JavaScript. На самом деле вот это равносильно тому, чтобы написать вот так. Return, да, create React элемент, h1, class name myClass, hello, React элемент br, world. Так, ну и React надо экспортировать. Смотрите, я сохраняю, мы получаем все абсолютно то же самое. Но согласитесь, вот это вот выглядит ужасно и непонятно, вот, а вот это выглядит хорошо. Поэтому, конечно, так никто не пишет, просто нужно понимать, что на самом деле это трансформируется в какой-то код, который уже генерирует наш HTML, но выглядит JSX почти точно так же, как обычный HTML. Так, хорошо. Теперь давайте накидаем какую-то более реалистичную HTML-структуру, которая будет соответствовать нашему проекту. У нас сервис для публикации и просмотра идей. Соответственно, на главной страничке я предлагаю вывести список идей, которые есть в сервисе. Давайте накидаем HTML-структуру. Так, ну, все обернем в некий div. Тут у нас будет заголовок. Ну, заголовок – это название нашего сервиса. Потом давайте у нас будет еще один div, в котором мы разместим список из самих идей. Ну, пускай это будет так сейчас. H2, ID 1, P, ID 1, description. И таких, допустим, у нас в сервисе есть 3 идеи. 2, 3. Угу. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот у нас такая HTML-структура. Давайте поглядим на сами теги. Вообще тегов очень много. К этому уроку будет приложена ссылка на список всевозможных HTML-тегов, но также там в тексте я посвящу те, которые используются чаще всего. Вот одни из них. Это div, то есть некоторый блок. H1 – это самый важный заголовок. Опять же, div-блок, H2 – заголовок чуть менее важный. P – некий параграф. Как мы видим, H1 выглядит больше, чем H2. Это связано с тем, что у браузера есть дефолтные настройки для того, как отображать некоторые HTML-теги. Но про сам дизайн тегов мы поговорим позже, когда будем подключать CSS-стили, и к этому мы еще вернемся. В ходе разработки этого проекта мы используем еще множество HTML-тегов, напишем множество стилей и будем все глубже и глубже понимать эту тему. Но на данный момент нужно было просто накидать эту структуру, а позже мы будем уже делать ее динамической, брать реальные данные с бэкэнда, выводить эти данные в цикле и так далее. Но на данный момент для обсуждения темы HTML-теги я считаю достаточно. Всем спасибо, поехали дальше.